Уничтожение 3 новейших истребителей. Болезненная потеря для страны. Граница прорвана, ситуация вышла из-под контроля. Местные власти экстренно обратились к столице. Требования переброски войск. Сразу 2 страны задействовали технику и авиацию. Есть первые погибшие. ЧП в армии. Военные сложили оружие и дезертировали. Конфликт с командованием перерос в серьезный скандал. Зеленский срочно собрал генералов. Принято ключевое решение. Об этих и других событиях к утру 31 июля. Доброе пятничное утро. Рабочая неделя выходит на финишную прямую, а мы начинаем новый выпуск с главных новостей. Это «Нехта». Я Дарья Петрова. Поехали. Срочное совещание военной верхушки. Зеленский созвал генералитет. Принят ряд новых решений. Первое – по управлению войсками. Генеральный штаб ВСУ готовит ряд системных изменений, которые позволят четче оценивать обстановку на передовой, оперативнее реагировать и дать бригадам больше возможностей эффективно отвечать на российскую штурмовую активность. Второй ключевой вопрос – как защититься от новой тактики российских баллистических ударов. По итогам встречи определены технологические шаги и асимметричные меры, которые должны укрепить оборону украинского неба. Ранее президент Зеленский вместе с военным руководством обновил список целей для дальнобойных ударов, в том числе по временно оккупированному Крыму. Так что работать будут по обоим направлениям сразу. И надежнее прикрывать свое небо, и жестче доставать вражеский тыл. Уже 4-й месяц подряд Украина запускает по России больше дронов, чем летит с той стороны. Как посчитал осинт-аналитик Климан Мален, число беспилотников, о сбитии которых рапортует российская Минобороны, продолжает расти. А вот заявленное количество дронов РФ остановилось и даже пошло на спад. Причина в смене российской стратегии. От массовых партий Герань-2 Москва постепенно отходит. Их производство сокращается, а на замену идет новая реактивная Герань-4. Быстрее, но дороже. Заметно изменилась и география. Основной удар сместился на северо-восток, центр и юг, а главная мишень – украинская логистика. Дороги, ЖД-маршруты, морские перевозки. По сути, Россия пытается копировать украинскую тактику точечных ударов по тылам, только своими средствами. Получается не так успешно. А вот у Украины наоборот. Как пишет Financial Times, удары сил обороны вывели из строя больше 30% реальных и свыше 45% номинальных мощностей российской нефтепереработки и спровоцировали худший топливный кризис со времен распада Советского Союза. Издание приводит и наглядный график. Несколько ключевых нефтезаводов в Киришах, Туапсе, Новокуйбышевске, Самаре и Славянске на Кубани на данный момент выбиты полностью. В Москве в последнее время все чаще указывают на место. Причем те, кого она сама привыкла считать младшими братьями. И бьют сразу с 2 сторон Кавказа. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван может потребовать с Москвы до $2 миллиардов в год за пользование армянскими железными дорогами. Может выясниться, что за то, что 30 лет было бесплатным, Армения начнет требовать 2 миллиарда. Я не намекаю на железную дорогу. Я прямо говорю, это собственность Армении, и другого варианта нет. Проще говоря, Ереван готов пересмотреть старые договоренности с Москвой и, если что, дойти хоть до международного арбитража. И еще, кстати, страна может ввести визы для россиян и присоединиться к антироссийским санкциям ради возможного вступления в Евросоюз. А из Баку прилетел сигнал не менее болезненный. Азербайджан при всех разговорах о партнерстве с Россией передал Украине почти 40 тонн оборудования для восстановления железных дорог и критической инфраструктуры после российских ударов. То есть помогает Киеву чинить ровно то, что разрушает российская армия. Массовый демарш. Военнослужащие сложили оружие и покинули расположение войск. Редчайшее ЧП в армии Израиля. Солдаты самовольно оставили базу с Детейман. Уходя, скандировали «к черту всех офицеров». Причина – давно копившийся конфликт с командованием. Последней каплей стал вопиющий случай. Командир батальона прямо на глазах у бойцов разрушил мемориальный уголок, посвященный памяти погибших сослуживцев. Для многих это было как нож в сердце. И после этого около 200 бойцов сдали оружие, забрали снаряжение и покинули часть. Впрочем, официальная версия звучит иначе. Пресс-служба Цахал сам инцидент с мемориалом подтверждает, но настаивает. Самовольно ушедших было куда меньше, чем говорят. В армии называют произошедшее исключительным случаем неподчинения, который не соответствует ценностям армии обороны Израиля. При этом обещают проверить и действия самого командира. Расследование, по их словам, взято на контроль.
Ликвидация президента, публичный призыв и последствия. Полиция Польши задержала мужчину, который в соцсетях оскорблял президента Украины и призывал физически устранить Владимира Зеленского. 40-летнего пользователя вычислили, собрали доказательства и доставили на допрос. Теперь ему предъявлено обвинение сразу по 2 статьям: публичное подстрекательство к убийству и оскорбление главы иностранного государства. Грозит до 3 лет тюрьмы. На допросе мужчина вину признал, раскаялся и сказал, что писал все сгоряча, на эмоциях, и теперь сожалеет. Случилось это буквально на следующий день после визита Зеленского в Люблин, где он встречался с премьер-министром Дональдом Туском. И на тех переговорах украинский президент как раз поднимал вопрос безопасности украинцев в Польше на фоне участившихся выпадов в их адрес. Так что задержание вышло, увы, наглядной иллюстрацией самой проблемы, о которой шла речь. Новый чувствительный удар по американцам. По сообщению Корпуса стражей Исламской революции, иранские силы уничтожили 3 американских истребителя F-35 на авиабазе Аль-Азрак в Иордании и серьезно повредили еще 3 воздушных судна. Утверждается также, что при атаке погибли несколько американских офицеров и техников. СИР утверждает, что 3 американских F-35 и 3 других самолета были уничтожены во время недавней атаки на американскую авиабазу. Факт: ни один американский самолет не был уничтожен или поврежден в ходе недавних попыток иранских атак. Сами иранцы называют это местью. По версии КСИР, удар стал ответом на действия США, от которых, как заявляют в Тегеране, ранее погибла целая семья – отец, мать и ребенок. Выборы еще не начались, а граждане уже голосуют, что называется, поисковыми запросами. Российские правозащитники фиксируют резкий всплеск обращений от людей, которые хотят понять, как избежать мобилизации. И это на фоне того, что российские чиновники один за другим твердо и четко заявляют, что никакой мобилизации не будет. Весной люди спрашивали. Говорят, осенью будет мобилизация. Это правда? Сейчас формулировка другая. Осенью будет мобилизация. Что делать? Спрашивают про отсрочки, про то, как получить непризывную категорию D, про способы выезда из страны, легальные и не очень. Много вопросов и о том, как на работе составляют мобилизационные списки, а цифры и вовсе говорящие. По данным Яндекса, запрос «бронь от мобилизации» в июле вводили 32 тысячи раз. Это рекорд аж с осени 2022. Тогда во время объявления той самой частичной мобилизации эту фразу искали на 4 тысячи раз меньше. Народ явно чует, к чему все идет, и заявлениям властей не верит ни на секунду. Тем временем в России придумали, как приглядывать за гражданами на иностранных платформах. У Минцифры, судя по всему, планы наполеоновские. Обязать зарубежные сервисы пускать российских пользователей только по номеру телефона, а все данные о регистрации, входах, удалении аккаунтов хранить 3 года и по первому запросу отдавать силовикам. Официально все это, как водится, подается под соусом борьбы с мошенничеством. Сомнительно, конечно, что зарубежные сайты пойдут на поводу у русских строителей цифрового суверенитета. Лишить граждан анонимности за рубежом вряд ли выйдет. Куда вероятнее другое. У Роскомнадзора просто появится новый, удобный повод блокировать неугодные ресурсы. Так что под предлогом заботы россиян ждет очередная порция блокировок. От цифрового суверенитета к кулинарному. Такого и нарочно не придумаешь. Российский чиновник Сергей Маленкович предложил запретить вражеское слово «чизкейк» и переименовать десерт в исконно русский «буденовец». Почему мы называем свои продукты английскими словами? Если мы придем в паб в Лондоне, мы там не найдем ни манной каши, ни сырников. Они используют свои названия. Если человек хочет съесть десерт, пусть получает его под нормальным отечественным названием. Мало того, по мнению народного избранника, небольшая переделка самого десерта придаст ему и вовсе патриотичный вид. Нужно просто форму поменять, сделать сверху возвышенный бугорочек из клубники или черешни, и тогда десерт-профиль станет похож на буденовца на коне. Так-то точно можно и войну выиграть, и англосаксам насолить, чтобы не совращали российских патриотов своими чизкейками. Все хуже и хуже с каждым часом. Власти Сеуты, автономного испанского города на севере Африки, объявили чрезвычайную ситуацию из-за массового прорыва границы. Только за последние дни морем сюда добрались более 1500 мигрантов из Марокко и Алжира, а вчера границу, по данным испанских СМИ, пересекли и вовсе тысячи человек почти беспрепятственно. Местные власти заявляют, город больше не справляется, сил правопорядка не хватает, центры временного размещения переполнились мгновенно. Поэтому Сеута требует от Мадрида крайних мер – ввести
ввести чрезвычайное положение уже национального уровня, бросить на защиту границы армию и немедленно закрыть пропускные пункты с Марокко. Правительство Испании пока ограничилось тем, что направило в город министра внутренних дел. Юг Европы продолжает гореть. На греческом острове Крит бушуют лесные пожары. Сотни туристов пришлось срочно эвакуировать, вывозя людей и по суше, и по морю. Сильный ветер гнал пламя прямо к популярным курортам. Огонь уже уничтожил поля и оливковые рощи, повредил жилые дома. Со стихией борются больше 200 спасателей, техника и авиация. 3 пожарных уже погибли в неравной битве со стихией. Горит и соседняя Турция. Пожары вспыхнули сразу в нескольких регионах, включая курортную Анталию на Средиземноморском побережья. На тушение бросили авиацию и наземные подразделения, но, как и в Греции, работу осложняет сильный ветер, стремительно раздувающий пламя. Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган сообщал, что только за сутки в стране произошло около 100 возгораний. Из-за аномальной жары полыхает весь юг. За последние недели крупные пожары вспыхивали в Испании и Франции, откуда эвакуировали тысячи людей. Достается и северу. В Великобритании зоной засухи официально признали уже половину страны, если точнее 51% территории. И это на фоне уже 4-й за лето волны жары. Дождей выпадает рекордно мало, а температура держится аномально высокой. Нынешним летом Европу выжигает буквально с юга до севера. Самое необычное объявление о продаже. В Великобритании на торги выставили самый настоящий бункер на случай ядерной войны. За скромное по меркам недвижимости $60 тысяч. Убежище прячется в графстве Кент, а на поверхности его выдают лишь 2 неприметные бетонные конструкции. Попасть внутрь можно только по лестнице вниз. Построило его Министерство обороны еще в 1971-м, как наблюдательный пост. Отсюда во время Холодной войны собирались засекать ядерные взрывы и следить за радиацией. Считается, что это последний из 1500 таких бункеров, что когда-то понастроили по всей стране. Внутри, по словам риэлтора, довольно просторно, сухо и круглый год держится приемлемая температура. С 1991 по прямому назначению убежище не использовали. Так что если вдруг вы подыскивали себе персональное укрытие на черный день, теперь знаете, где искать. Правда, ремонт делать придется самим. Закончим тоже на прохладной ноте. Когда температура местами достигает 40 градусов, тяжелее всего приходится 2 полярным медведям пражского зоопарка. Спасают их проверенным способом. В зоопарк для мишек завезли почти 3 тонны льда. И это не только прохлада. Пока медведи возятся с ледяными глыбами, они заодно и играют, и разминаются. Сплошная польза. Смотрители обещают баловать их льдом все лето. На этом все, а вечером снова будьте с нами. Команда Нехта соберет для вас все самое главное.